Космическое путешествие приветствует вас, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодняшний наш фильм будет посвящен вопросу существования сверхмассивных черных дыр. Вы узнаете, что такое сверхмассивные черные дыры, где они находятся, как их обнаружили, какие из них являются самыми большими и вообще все, что о них известно на сегодняшний день. Также мы постараемся разобраться, как же таким настоящим монстрам удалось зародиться в пугающей далекой тьме. Поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Под черной дырой понимается область пространства-времени, гравитационное поле которой настолько сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от нее на пространственную бесконечность будущего. Самая удаленная область пространства-времени в будущем. Сверхмассивные черные дыры обнаруживались путем исследований центральных областей ядер галактик. Еще в 50-х годах 20 века академик Виктор Амазаспович Амбарцумян обратил внимание на то, что в ядрах некоторых галактик происходят сложные нестационарные процессы. В первой половине 90-х количество открытых сверхмассивных черных дыр начало расти. Массы сверхмассивных черных дыр оценивались по движению пробных тел, звезд, газовых облаков, газовых дисков и тому подобных в их окрестностях. Радиусы сверхмассивных черных дыр в ряде случаев удавалось оценить с применением наблюдательных методов высокого углового разрешения. В настоящее время общепринято, что в ядре практически каждой галактики существует сверхмассивная черная дыра. Кроме того, в ядрах многих галактик наблюдаются массивные звездные скопления, которые в ряде случаев сосуществуют со сверхмассивной черной дырой. Чтобы определить массу сверхмассивной черной дыры, достаточно знать скорость движения пробного тела в ее окрестностях и расстояние от этого тела до черной дыры. Ввиду того, что это расстояние намного больше гравитационного радиуса, то для определения массы черной дыры вполне оправдано применение закона всемирного тяготения. Различают три базовых метода определения масс сверхмассивных черных дыр. Метод разрешенной кинематики, метод эхокартирования, метод, основанный на статистическом анализе движения ансамбля звезд вокруг сверхмассивной черной дыры с применением законов звездной динамики. Метод разрешенной кинематики применяется, когда удается непосредственно увидеть отдельные пробные тела, двигающиеся в гравитационном поле центральной сверхмассивной черной дыры. Например, в 2020 году за открытие массивного компактного объекта в центре нашей галактики была присуждена Нобелевская премия. Лауреаты этой премии, профессора Генцель и Гесс, наблюдая центр галактики в инфракрасном диапазоне и применяя современные методы повышения углового разрешения телескопа, построили орбиту движения звезды С2 вокруг центральной сверхмассивной черной дыры. Эта звезда принадлежит звездному скоплению, окружающему центральную черную дыру. Применив третий закон Кеплера, авторы дали наиболее надежную и убедительную оценку массы сверхмассивной черной дыры в ядре нашей галактики – около 4 миллионов масс Солнца. Масса Солнца составляет 1,9885 на 10 в 30 степени килограмм или 332 940 масс Земли. Метод разрешенной кинематики применим к наиболее близким галактикам, для которых угловое разрешение современных телескопов достаточно велико, чтобы увидеть индивидуальные пробные тела вблизи центральной сверхмассивной черной дыры. Для далеких галактик применяется метод эхокартирования, в котором расстояние пробного тела от черной дыры и его скорость оцениваются опосредованно. Если ядро галактики является активным и в его оптическом спектре наблюдаются мощные и широкие линии излучения водорода, гелия и других элементов, то, измеряя время запаздывания переменности эмиссионных линий относительно переменности непрерывного спектра, можно оценить характерное расстояние от черной дыры газовых облаков, излучающих в линиях. Поскольку большая ширина эмиссионных линий в спектре активного ядра галактики вызвана движением многих газовых облаков и эффектом Доплера, измеряя ширину линий, можно оценить характерную скорость движения газовых облаков
вблизи центральной черной дыры. Зная характерное расстояние газовых облаков от черной дыры и их характерную скорость, можно оценить массу центральной сверхмассивной черной дыры. Методом эхокартирования оценены массы сотен сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В случае эллиптических галактик, в которых сложно выявить регулярное вращение на фоне больших и регулярных скоростей звезд, применяется метод, основанный на построении зависимости дисперсии скоростей движения звезд от расстояния до центра галактики. Степень нарастания этой дисперсии при приближении к центральной сверхмассивной черной дыре характеризует массу черной дыры, которая оценивается с применением методов звездной динамики. Помимо перечисленных трех базовых методов, существуют более косвенные и, соответственно, менее надежные быстрые методы оценки масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, которые применяются для определения масс большего числа сверхмассивных черных дыр и для статистических исследований. Эти методы обычно калибруются с помощью результатов, полученных базовыми методами. Прямые измерения, многие из которых были сделаны с помощью космического телескопа Хаббл, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр, говорит астрофизик-теоретик Джереми Шнитман из Центра космических полетов имени Годдарда. Однако не все черные дыры имеют такие массы. Поскольку это самые плотные из известных нам объектов во Вселенной, то они настолько компактны, что мы можем только математически описать их как сингулярность, одновременную точку бесконечной плотности. Она настолько велика, что пространство-время искривляется, превращаясь в замкнутую сферу. Внутри этой сферы даже у света нет достаточной скорости, чтобы вырваться наружу. Размеры черной дыры определяются как горизонт событий. Чем массивнее черная дыра, тем больше радиус сферы, определяемый горизонтом событий, радиус Шварцшильда. Например, если бы Солнце было черной дырой, его радиус Шварцшильда составлял бы всего 2,95 километра. Самые маленькие черные дыры примерно в 5 раз больше массы Солнца. Верхний предел черных дыр звездной массы примерно в 65 раз превышает массу Солнца. Объекты со звездной массой, превышающие 65 масс Солнца, могут образовываться при столкновении и слиянии черных дыр. Далее сразу следуют сверхмассивные и ультрамассивные объекты. Диапазон между черными дырами звездной массы и сверхмассивными остается неисследованным. НАСА попыталась выяснить диапазон сверхмассивных черных дыр. Он начинается с объекта в карликовой галактике под названием J1601 плюс 3113, в которой находится черная дыра массой около 100 тысяч масс Солнца и радиусом Шварцшильда чуть меньше половины размера Солнца. Тень объекта распространяется на пространство вокруг горизонта событий, образуя более темную область примерно в 2 раза больше его размера. О пределах в размерах сверхмассивных черных дыр можно сказать лишь то, что на следующий день самая большая из них имеет массу 10 в 11 степени масс Солнца. Настоящие здоровяки. А сейчас давайте хотя бы немного попытаемся представить себе, какими же могут быть эти объекты, рассмотрев несколько самых интересных, на наш взгляд, примеров. Французский астроном Шарль Месье обнаружил М87 в 1781 году, внеся ее в свой каталог под номером М87, как туманный объект, который мог бы сбить с толку охотников за кометами. Все объекты в этом каталоге имели префикс М, в сокращении от фамилии астронома Месье. Таким образом, туманность получила свое название М87. В 1880-х годах Джон Дрейер внес туманность в свой новый общий каталог как NGC 4486. В 1918 году американский астроном Гебер Кертис из Ликской обсерватории обнаружил отсутствие спиральной структуры у М87 и заметил любопытный прямой луч, видимо, связанный с ядром тонкой линии материи. Луч казался ярче на внутреннем кольце. В следующем году показатель фотографической звездной величины сверхновой в М87 достиг 21,5 метра, хотя об этом стало известно только в 1922 году, после проявки фотопластинок, отснятых советским астрономом Балановским.
8 июня 2009 года астрономы Карл Гепхард и Йенс Томас детализировали результаты своих исследований массы черной дыры в центре галактики М87 на Американской астрономической конференции в Пасадине, Калифорния. Согласно представленным данным, масса черной дыры в 6,4 миллиардов раз больше солнечной. В 2010 году было обнаружено, что черная дыра смещена относительно геометрического центра, определяемого по центру видимой интенсивности излучения, на 22 световых года. А в 2014 году американские ученые обнаружили шаровое скопление HVGC1, удаляющееся от своей родной галактики со скоростью около 900 км в секунду. Черная дыра в центре М87 с массой 6,6 миллиардов солнечных масс пережила несколько вспышек активности в 2003-2007 годах. В 2019 году Международный научный консорциум ЕНТ, используя межконтинентальный радиоинтерферометр из 8 радиотелескопов, работающих на миллиметровых волнах, с максимальной базой 10 тысяч километров, получил с разрешением 2 на 10⁻5 угловой секунды изображение ближайших окрестностей и тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Масса этой черной дыры составляет 6,5 на 10 в 9 степени масс Солнца, что примерно в 1000 раз больше массы сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Поэтому, хотя галактика М87 удалена от нас на расстоянии в 1000 раз больше, чем центр галактики, условные размеры сверхмассивных черных дыр в центрах нашей галактики и галактики М87 почти совпадают. Галактика М87 удобна для исследований на интерферометре ИНТ тем, что она видна для наблюдения почти плашмя. Угол между плоскостью галактики и картинной плоскостью составляет примерно 17 градусов, в то время как на сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики наблюдатель смотрит, находясь в галактической плоскости. Кроме того, ввиду большой массы черной дыры в центре галактики М87, характерные времена переменности ее излучения сравнительно велики, что позволяет применять большие времена накопления сигнала при радиоинтерферометрических наблюдениях со сверхдлинными базами, которые реализуются на ЕНТ. Согласно общей теории относительности, диаметр тени шварцшильдовской черной дыры в 2,6 раза больше ее удвоенного гравитационного радиуса и в случае галактики М87 составляет 3,8 на 10 в минус пятой степени угловой секунды. Поскольку наблюдаемый диаметр тени совпал с теоретическим, это служит доказательством того, что компактный объект в центре М87 является черной дырой. После дополнительной обработки радиоинтерферометрических наблюдений центра галактики М87 с учетом поляризации радиоизлучения было получено распределение силовых линий магнитного поля в ближайших окрестностях сверхмассивной черной. Галактики не распределены в космосе случайным образом. Благодаря взаимному гравитационному притяжению галактики собираются вместе, образуя скопление. Пространство между галактиками не совсем пустое. По всему скоплению находится очень разреженный газ, который можно обнаружить с помощью рентгеновских наблюдений. Кластер Феникс — так называют скопление галактик, расположенные неподалеку от одноименного созвездия. Оно находится на расстоянии более 5700 миллионов световых лет от Млечного Пути. Скопление Феникса называют одной из самых больших структур, обнаруженных в космическом пространстве. Скопление Феникса было первоначально обнаружено российским астрофизиком Рашидом Сюняевым и другими учеными при использовании телескопом Южного полюса эффекта Сюняева-Зельдовича. Этот эффект характеризует изменение интенсивности радиоизлучения реликтового фона из-за обратного эффекта Камптона, упругого рассеяния фотона заряженной частицей, на горячих электронах межзвездного и межгалактического газа. Если бы этот внутрикластерный газ охладился, он бы конденсировался под действием собственной гравитации, образуя звезды в центре
скопления. Однако охлажденный газ и звезды обычно не наблюдаются в сердцах соседних скоплений, что указывает на то, что какой-то механизм должен нагревать внутрикластерный газ и предотвращать звездообразование. Одним из потенциальных кандидатов на роль источника тепла являются струи высокоскоростного газа, ускоряемые сверхмассивной черной дырой в центральной галактике. Радиус космического объединения нескольких галактик более 1 миллиона световых лет, то есть почти в 2 раза больше, чем наша галактика. Самое удивительное, что оно продолжает расти за счет того, что ежегодно рождает новые светила, имеющие массу в 700 раз больше солнечной. Центральная черная дыра кластера Феникс увеличивается очень быстро. Эта черная дыра набирает массу со скоростью примерно 60 масс Солнца в год. В настоящее время ее масса составляет от 20 до 100 миллиардов масс Солнца. Диаметр объекта составляет 118 миллионов километров. Эта цифра почти в 19 раз больше, чем расстояние, разделяющее Плутон и Солнце. Включена ли черная дыра и скопление Феникса в список наиболее массивных черных дыр? Да, но удивительны не столько ее размеры, сколько поведение. Обычно черные дыры выбрасывают в космос такое количество энергии, что межзвездный газ разогревается до предельных температур, препятствующих образованию новых звезд. Но ситуация с черной дырой в кластере Феникс иная. Вся ее энергия уходит на поглощение, поэтому ударные энергетические волны отсутствуют. Межзвездный газ в таких условиях формирует сгустки материи, которые превращаются в молодые звезды. Ученые отмечают, что темпы появления новых светил в кластере Феникса самые высокие во всей Вселенной. Скопление Феникс необычно тем, что в нем есть признаки плотного охлажденного газа и массивного звездообразования вокруг центральной галактики. Возникает вопрос, есть ли в центральной галактике джеты черных дыр? Команда под руководством Такая Акахори из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала телескоп ATCA – Australia Telescope Compact Array, самым высоким на сегодняшний день разрешением для поиска струй черных дыр в скоплении галактик Феникс. Они обнаружили соответствующие структуры, простирающиеся с противоположных сторон центральной галактики. Сравнение с наблюдениями региона, взятыми из архивных данных рентгеновских обсерваторий Чандра, показывает, что структуры, обнаруженные ATCA, соответствуют полостям менее плотного газа. Это значит, что они представляют собой пару биполярных джетов, испускаемых черной дырой в галактике. Таким образом, команда ученых обнаружила первый пример, в котором внутрикластерное охлаждение газа и струи черных дыр сосуществуют в далекой Вселенной. Дальнейшие подробности о галактике и джетах могут быть выяснены с помощью наблюдений с более высоким разрешением с помощью средств наблюдения следующего поколения, такие как Square Kilometer Array. Новые исследования и наблюдения планируется начать в конце 2020-х годов. Ученые считают, что черные дыры могут расти только до определенного размера. Но это только теория, и, может быть, эти монстры могут быть еще больше. Черные дыры являются одними из самых таинственных объектов во Вселенной, полностью изучить которые до сих пор так и не удалось. Хотя ученые знают об этих космических монстрах достаточно много, но еще не все. Черные дыры обладают одной из самых больших масс среди одиноких объектов в космосе. Они настолько массивны и обладают такой сильной гравитацией, что даже свет, попавший в черную дыру, не может покинуть ее пределы. Так какую же черную дыру можно считать самой большой и известной во Вселенной? И есть ли вообще предел для размеров черных дыр? То есть, насколько огромными они могут стать? Ответы дает издание Life Science. По словам астрономов, предел размера черных дыр, хоть он и теоретически, все же существует. И самая большая известная черная дыра, массу и размер которой удалось подтвердить, имеет характеристики, которые находятся недалеко от этого предела. Ученые считают, что самой большой черной дырой в известной нам Вселенной является объект под названием Тон-618. Размер Тон-618 составляет в диаметре около 2600 астрономических единиц. Для сравнения, черная дыра Стрелец-А в центре нашей галактики имеет радиус 45 астрономических единиц. Термином «астрономическая единица» принято называть расстояние от Солнца до Земли.
Это значит, что если бы эта черная дыра находилась в центре Солнечной системы, и вы уже долетели на космическом корабле до Плутона, то все равно вы преодолеете расстояние только в 5% до края этой черной дыры. Что касается массы сверхмассивной черной дыры, тонн 618, то по оценкам ученых, она составляет примерно 66 миллиардов масс Солнца. Это в 15 313 раз больше, чем масса того же Стрелеца. Сверхмассивная черная дыра тонн 618, а некоторые ученые называют ее ультрамассивной, потому как многие другие такие черные дыры не настолько тяжелые, находится на расстоянии в более чем 10 миллиардов световых лет от нас. На ночном небе эта черная дыра расположена на границе созвездий Гончие псы и Волосы Вероники. Объект был открыт в 1957 году в рамках исследований тусклых голубых звезд, в основном белых карликов, расположенных вне плоскости Млечного Пути. Понятие квазара оформилось только в 1963 году, поэтому природа объекта на момент его открытия оставалась неясной. На фотокарточках, снятых 70-сантиметровым телескопом Шмидта в обсерватории Тонанцинтлы в Мексике, объект был обозначен под номером 618 и описан как определенно фиолетовый. В 1970 году Институт радиоастрономии в Болонье обнаружил радиоизлучение из тонн 618, после чего объект был идентифицирован как квазар. Мари Эллен Ульрих в обсерватории Макдональд при наблюдении за тонн 618 зафиксировала эмиссионные линии, типичные для квазара. Красное смещение превышало 2,2, то есть тонн 618 был очень удаленным объектом и на тот момент, 1976 год, являлся одним из самых ярких квазаров. Огромная черная дыра тонн 618 является частью квазара, то есть активного ядра галактики. И, собственно, сам квазар и создает эта черная дыра благодаря сверхмощному излучению. Саму галактику, в которой находится тонн 618, увидеть невозможно, потому как ее свет затмевает свет квазара, класса самых ярких объектов во Вселенной, которые могут излучать столько света, сколько бы излучали 140 триллионов солнц, соединенных воедино. Когда огромная черная дыра поглощает очень много окружающего ее вещества, то оно при попадании в черную дыру сильно нагревается, при этом выделяя огромное количество мощного излучения. Считается, что затмить квазары могут иногда самые сильные взрывы сверхновых, но та яркость сохраняется всего несколько недель, а квазары могут светить миллионы лет. Что самое интересное, то квазары, которые находятся в основном очень далеко от нас, выглядят как тусклые точки видимого света. Их смогли впервые обнаружить только благодаря радиоизлучению. Итак, сверхмассивные черные дыры, которые являются подпиткой для квазаров, становятся огромными за счет постоянного поглощения вещества. Иногда они могут приобрести свою огромную массу за счет слияния с другими черными дырами. Это значит, что тонн 618, хоть и считается самой большой черной дырой в известном космосе, все же может быть не рекордсменом. Возможно, есть и другие объекты, которые тяжелее и больше. А может быть, вообще черные дыры появляются не только в результате смерти огромных звезд. Некоторые из них, как предполагают теории, могли образоваться в результате сжатия огромных сгустков темной материи еще в самой ранней Вселенной. И эти черные дыры могут иметь просто невообразимые размеры и массу. Ну а теперь давайте более подробно поговорим об уже упомянутой нами сверхмассивной черной дыре в центре нашего Млечного Пути. В 2016 году японские астрофизики сообщили об обнаружении в галактическом центре гигантской черной дыры. Эта черная дыра находится в 200 световых годах от центра Млечного Пути. Наблюдаемый астрономический объект с облаком занимает область пространства диаметром 0,3 светового года, а его масса составляет 100 тысяч масс Солнца. В 2022 году астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» опубликовали первое фото сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь, Стрелец А со звездочкой. Данное фото является результатом слаженной работы комплекса радиотелескопов и сотен ученых, задействованных в проекте телескопа горизонта событий. Стрелец А со звездочкой находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от нас, и Земли был виден как пончик на Луне. Центр галактики — это плотный и богатый на различные структуры регион.
В радиусе 2 парсеков от черной дыры расположены ядерный звездный кластер, то есть кластер, находящийся в ядре галактики, молекулярное кольцо, преимущественно состоящее из холодного молекулярного газа, и мини-спираль, которая на самом деле представляет собой 3 газовых потока, несущих топливо к черной дыре. Гравитация самой черной дыры Стрелец А со звездочкой, а не комбинация гравитации черной дыры и распределенной массы звездного кластера, является доминирующим фактором, который определяет движение объектов внутри области с радиусом 0,3 парсеков вокруг центра галактики. На расстоянии 0,04 парсека или 100 тысяч шварцшильдовских радиусов находится радиус Бонди. Внутри него тепловой энергии газа недостаточно, чтобы преодолеть потенциальный барьер и избежать падения в черную дыру. Этот радиус зависит от температуры газа и массы черной дыры и был оценен с помощью рентгеновских измерений. Поведение и геометрия орбиты звезды С-02 играет ключевую роль в доказательстве того, что Стрелец А со звездочкой — черная дыра. Темная масса, под действием гравитации которой вращается на своей 16-летней орбите звезда С-02, настолько велика и находится в таком маленьком объеме пространства, что источником этой гравитации не может быть ничто, кроме черной дыры. 4 миллиона солнечных масс заключены внутри радиуса перигелия С-02, который составляет всего 120 астрономических единиц. Чтобы представить аккреционный диск, воображение обычно рисует тонкий диск, похожий на картинку из фильма «Интерстеллар», или на кольца Сатурна. Да, они действительно являются аккреционным диском. Однако тонкий диск возникает только тогда, когда у черной дыры достаточно много еды и плотность аккреционного потока вокруг нее высока. Черные дыры, вокруг которых формируются тонкие диски, называются сытыми. В плотных аккреционных потоках вокруг таких черных дыр облака газа трутся друг от друга, благодаря чему они греются и высвечивают свою кинетическую энергию в виде фотонов. Вследствие этого газ охлаждается, формируя тонкий и достаточно холодный диск. Черные дыры, у которых мало еды, называются голодающими. Плотность аккреционного диска вокруг таких дыр невысока, поэтому трение между газовыми облаками недостаточно, чтобы позволить им высветить кинетическую энергию на временных масштабах, сравнимых со временем падения их в черную дыру. Вследствие этого они недостаточно охлаждаются, и диск не становится тонким, а остается толстым и горячим. Мера измерения сытости черной дыры служит сравнению ее светимости, а точнее светимости падающего в нее газа, с эддингтоновской светимостью, максимально возможной светимостью при сферической аккреции. Существование максимальной эддингтоновской светимости черных дыр связано с тем, что при падении большого количества вещества в дыру от внутренних частей аккреционного потока будет исходить большое количество излучения. Это излучение будет оказывать давление на газ, находящийся снаружи, и препятствовать его падению внутрь. Так, светимость центра нашей галактики примерно в 108 раз меньше эддингтоновской светимости. Из этого мы заключили, что в момент времени, к которому относятся наши наблюдения, в центре нашей галактики находится голодная черная дыра, причем есть указание на то, что в прошлом Стрелец А со звездочкой был значительно более активным. О диете галактической черной дыры, количестве и свойствах поглощаемого ею газа и структуре аккреционного потока вокруг нее нам известно в первую очередь из наблюдений телескопа Чандра в рентгеновском диапазоне. Разрешение Чандры составляет около 1 арсеканса. Это соответствует примерно 100 тысячам шварцшильдовских радиусов от центра галактики, что, как указывалось, примерно совпадает с радиусом Бонди. Чтобы изучить рентгеновские фотоны, газ должен быть горячим. Этот горячий газ, как предполагается, формирует горячий аккреционный диск вокруг черной дыры. Однако, так как расширение рентгеновских телескопов невозможно, мы не можем увидеть в рентгеновском диапазоне ни структуры, похожей на диск, ни очевидных признаков вращения газа. То есть, хотя наличие диска считается логически установленным, чтобы его увидеть, нужно отказаться от наблюдений в рентгене как основного источника информации
и придумать что-то новое. Помимо горячего газа, который видит телескоп Чандра, на расстоянии 2 парсеков от черной дыры находится много относительно холодного газа. Мы используем термин «холодный» только в относительном смысле, хотя температура этого газа в 2 раза выше, чем температура Солнца. Все основные структуры, находящиеся на расстоянии 2 парсеков от центра галактики, содержат холодный газ. Этот газ может и должен вносить вклад в аккреционный поток на черную дыру. Чтобы найти этот холодный газ, придется обратиться к измерениям в миллиметровом диапазоне длин волн. Дело в том, что пыль в пространстве между Землей и центром галактики поглощает большую часть электромагнитного излучения с длиной волны меньше размеров частиц пыли, а размер частиц пыли примерно 1 мм. А чтобы получить картинки высокого разрешения, нужно производить измерения на телескопе-интерферометре. И в таких делах ученые решили действовать сообща. Консорциум телескопа горизонта событий был основан в 2015 году. В его состав входят 13 научно-исследовательских учреждений и действующие под их управлением радиотелескопы, объединенные в глобальную обсерваторию. Данные с ALMA и APEX в Чили, ARM в Испании, LMT в Мексике, SPT в Антарктиде, JCMT, SMA и SMT в США и прочих комплексов радиотелескопов обрабатываются специализированными суперкомпьютерами на базе Радиоастрономического института Макса Планка в Германии и обсерватории Хейстек в США. Дебютная порция данных в рамках проекта ENT была зафиксирована в 2017 году. Спустя год-два, отслеживая характеристики черных дыр, предсказанные общей теорией относительности, ученые получили первое в истории изображение черной дыры Повехи, объекта в центре галактики Мессье-87. Тем самым астрономы доказали существование горизонта событий, границы образуемой гравитацией сверхплотных космических объектов. С тех пор к консорциуму ENT присоединились еще несколько обсерваторий во французских Альпах, Гренландии и США. И с их помощью ученые произвели дополнительные исследовательские кампании в 2018, 2021 и 2022 годах. С момента открытия компактного радиоисточника «Стрелец-А» со звездочкой в центре Млечного Пути в 1974 году ученые предполагали, что данный объект с высокой долей вероятности является сверхмассивной черной дырой. Полученные в рамках проекта ENT данные позволили подтвердить это предположение. На опубликованном астрономами изображении «Стрелец-А» со звездочкой представляет собой массивную тень на фоне ярко-желто-оранжевого кольца светящегося газа. Даже свет не может преодолеть сильнейшую гравитацию черной дыры. По словам профессора теоретической астрономии из Университета Амстердама и сопредседателя научного совета проекта ENT Серы Марков, первые подтвержденные изображения черных дыр невероятно похожи внешне. Однако в действительности Повехи и Стрелец-А со звездочкой представляют собой два совершенно разных по массе объекта, которые существуют в разных типах галактик. Сходство данных объектов объясняется действием общей теории относительности, однако их характеристики во многом зависят от свойств окружающей материи. По оценкам экспертов, Стрелец-А со звездочкой в 1000 раз меньше и легче черной дыры в центре галактики Мессье-87. Как следствие, газы преодолевают окружность аккреционного диска черной дыры гораздо быстрее. Хотя в обоих случаях скорость газов у горизонта событий примерно соответствует скорости света из-за размеров повехи, газам требуются дни или даже недели, чтобы пройти полный оборот вокруг объекта, а в случае черной дыры в сердце Млечного Пути на это уходят считанные минуты. Яркость свечения и форма аккреционного диска Стрельца-А со звездочкой изменилась буквально на глазах радиотелескопов, потому что для формирования единого изображения исследователям понадобилось гораздо больше данных и времени. Ученые сравнили процесс сбора данных об этой черной дыре с попытками сфотографировать щенка, который, сломя голову, гоняется за собственным хвостом. Исследователи продолжают изучать различия между сверхмассивными черными дырами Повехи и Стрелец-А со звездочкой. Они смогут использовать новые данные, чтобы проверять современные астрономические и физические теории, а также генерировать модели поведения газов и материи при взаимодействии с различными космическими объектами.
И один из таких интересных объектов мы с вами рассмотрим прямо сейчас. Астрономы обнаружили кандидата в убегающую из карликовой галактики RCP-28 сверхмассивную черную дыру. Она, как считают ученые, создала длинный след из молодых звезд и газа, протянувшийся на 200 тысяч световых лет. Статья была опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters. Оказывается, сверхмассивные черные дыры могут покинуть центр родительской галактики разными способами. Например, при взаимодействии трех черных дыр во время слияния галактик или во время слияния двойной системы черных дыр, при котором новообразованная черная дыра может получить толчок. Поиски убегающих сверхмассивных черных дыр важны, но трудоемки, так как в случае активных черных дыр необходимо доказать, что это именно черная дыра, а не ядро галактики, участвовавшей в слиянии. Малоактивные убегающие черные дыры искать труднее, однако их можно обнаружить по гравитационному взаимодействию со звездами или межзвездными облаками газа и пыли. Группа астрономов во главе с Питером Ван Докумом из Йельского университета сообщила о случайном открытии структуры, созданной, как считают ученые, убегающей сверхмассивной черной дырой из карликовой галактики RCP-28. Первоначально она была обнаружена в сентябре 2022 года на снимках космического телескопа Хаббл. Затем структура наблюдалась наземной обсерваторией Кека. Красное смещение RCP-28 составляет 0,964. Свет от нее шел до Земли 7,6 миллиардов лет. Галактика компактна. Эффективный радиус около 3,9 тысяч световых лет. Обладает звездной массой 7 миллиардов масс Солнца. И недавно пережила событие слияния с другой галактикой или притока вещества, что привело к вспышке звездообразования около 100 миллионов лет назад. Найденная учеными структура представляет собой линейное образование длиной около 200 тысяч световых лет и демонстрирует признаки наличия молодых звезд и быстрых ударных волн. Предполагается, что оно было создано во время движения сверхмассивной черной дыры с ожидаемой массой 20 миллионов масс Солнца, движущихся со скоростью 1600 км в секунду. При этом движение началось около 39 миллионов лет назад. А что мы знаем о влиянии сверхмассивных черных дыр на ее окрестности? Давайте посмотрим. Активный центр Млечного Пути содержит сверхмассивную черную дыру Стрелец-А со звездочкой массой более 4 миллионов Солнц. Ее окрестности исключительно разнообразны и неспокойны. Дыру окружает звездное скопление, где активно возникают новые звезды. Вокруг вращаются бурные газопылевые облака и так далее. Телескопы позволяют рассмотреть здесь и более необычные G-объекты, похожие на короткие вытянутые нити. Предполагается, что это небольшие облака, которые движутся вокруг черной дыры. Один из них, X7, выделяется на общем фоне быстрыми изменениями своей формы. Наблюдения за ним продолжаются лишь около 20 лет, и за это время он стал намного более вытянутым, чем поначалу. Новая работа астрономов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подтвердила, что X7 — облако газа и пыли, которое закручивается вокруг сверхмассивной черной дыры и будет поглощено ей уже в следующем десятилетии. Их статья опубликована в The Astrophysical Journal. Для изучения X7 профессор Марк Моррис и его коллеги использовали данные наблюдений Центра Млечного Пути, которые велись Гавайской обсерваторией Кека, начиная с 2002 года. Они показали, что масса X7 составляет около 50 масс Земли, и он движется вокруг сверхмассивной черной дыры на постоянно возрастающей скорости, которая уже превысила 700 км в секунду. Это позволяет подсчитать, что на полный оборот по орбите X7 требуется около 170 лет. Впрочем, совершить такой круг он, по-видимому, так и не сможет. Под действием мощных приливных сил в окрестностях черной дыры X7 вытягивается и деформируется. Уже сейчас его длина достигла 3000 астрономических единиц, средней дистанции между Землей и Солнцем. Около 2036 года облако подойдет к ней на минимальное расстояние, после чего распадется, а останки упадут в дыру,
создав короткую и яркую вспышку. Вместе с тем, происхождение X7 остается неясным. Моррис и его соавторы полагают, что облако могло появиться при слиянии пары звезд из материала их внешних оболочек, который был выброшен в результате этого процесса. В этом случае где-то в глубине X7 должна сохраняться звезда, образовавшаяся при слиянии. А вот еще один пример. Полное наименование нашей следующей героини A2261 BCG, и расположена она на расстоянии около 2,7 миллиарда световых лет. Ее диаметр составляет около миллиона световых лет, до 10 раз больше, чем диаметр Млечного Пути. И у нее есть огромное ядро в 10 тысяч световых лет в поперечнике. Это самое большое из известных науке галактических ядер. Основываясь на массе галактики, которая коррелирует с размером черной дыры, в ее ядре должно быть абсолютное чудовище. Черная дыра в 3-100 миллиардов раз больше массы Солнца, что заведомо делает ее одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра Млечного Пути достигает 4 миллионов солнечных масс. От активной сверхмассивной черной дыры ожидается колоссальный выброс излучения, поскольку она нагревает материал вокруг себя до невероятных температур. Но этого излучения нет. Ядро A2261 BCG заполнено диффузным туманом и ярким звездным светом. Различные инструменты, в том числе рентгеновская обсерватория Чандра, очень большая матрица и космический телескоп Хаббла не смогли обнаружить ни единого намека на черную дыру в центре A2261 BCG. Поэтому команда астрономов во главе с Кайханом Гултекином из Мичиганского университета в Ан-Арборе вернулись в Чандру для ряда более глубоких наблюдений, основанных на гипотезе о том, что сверхмассивная черная дыра улетела куда-то в открытый космос. Это не такая уж дикая идея. Ожидается, что BCG в галактических кластерах со временем сольются с другими галактиками и станут еще больше. Когда это произойдет, сверхмассивные черные дыры в центре этих сливающихся галактик также сольются, медленно сближаясь друг с другом, прежде чем объединиться и превратиться в одну большую черную дыру. Благодаря гравитационно-волновой астрономии мы знаем, что сливающиеся сверхмассивные черные дыры посылают гравитационные волны, колеблющиеся в пространстве времени. Если бы гравитационные волны были сильнее в одном направлении, то гравитационная отдача в теории могла бы отбросить получившуюся при слиянии черную дыру в противоположном направлении. Проблема также заключается в том, что согласно модели слияния сверхмассивных черных дыр, это самое слияние не может произойти вовсе. Причина в том, что с уменьшением их орбиты уменьшается и область пространства, в которую они могут передавать энергию. К тому времени, когда черные дыры окажутся на расстоянии 1 парсека друг от друга, около 3,2 световых лет, теоретически эта область пространства уже не будет достаточно большой, чтобы поддерживать дальнейший орбитальный распад. Поэтому они останутся на стабильной двойной орбите в течение миллиардов лет. Это называется проблемой последнего парсека. Астрономы университета штата Техас и университета штата Аризона обнаружили быстро растущую черную дыру в чрезвычайно массивной галактике эпохи реионизации в ранней Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые провели наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Они выявили сверхмассивную черную дыру в галактике COS 87259, в которой скорость образования новых звезд примерно в 1000 раз больше скорости звездообразования в Млечном Пути. Галактика также содержит межзвездную пыль с массой более миллиарда солнечных масс. Она имеет красное смещение Z равно 6,85, что соответствует времени путешествия света до Земли, равному 12,86 миллиарда лет, и собственному расстоянию 28,5 миллиарда лет. Черная дыра была отнесена к новому типу первичной черной дыры. Она окутана космической пылью, которая поглощает почти весь свет, возникающий в результате аккреции вещества, за исключением излучения в среднем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Кроме того, черная дыра, являющаяся радиогромким активным галактическим ядром,
создает струю плазмы, джет, которая движется с релятивистской скоростью, близкой к скорости света. До сих пор было известно только об одной разновидности древних сверхмассивных черных дыр – квазарах. Они почти не закрываются космической пылью, однако они редко встречаются на таком расстоянии, на котором находится COS 87259. Новый тип сверхмассивной черной дыры, который является затененной версией яркого ультрафиолетового квазара, был идентифицирован на относительно небольшом участке неба, который менее чем в 10 раз крупнее полной Луны. Это говорит о том, что потенциально в ранней Вселенной могут находиться тысячи подобных объектов, которые расположены в галактиках с интенсивным звездообразованием и затенены пылью. Сверхмассивные черные дыры того же типа, что и черная дыра COS 87259, обнаруживаются в локальной современной Вселенной. Одним из примеров является система ARP-299, в которой две галактики сталкиваются друг с другом, провоцируя интенсивную вспышку звездообразования и сильное затмение одной из сверхмассивных черных дыр. С 2015 года обсерватории гравитационных волн на Земле обнаруживают слияние черных дыр с массой в несколько десятков солнечных благодаря крошечной ряби в пространстве времени, которую вызывают эти события, отмечает астрофизик Айра Торп. По его словам, слияние сверхмассивных черных дыр будут производить волны гораздо более низких частот, которые можно будет обнаружить с помощью космической обсерватории в миллионы раз большей, чем ее земные аналоги. С этой целью НАСА сотрудничает с Европейским космическим агентством для разработки миссии ЛИСА — космической антенны лазерного интерферометра, запуск которой ожидается в следующем десятилетии. ЛИСА будет включать созвездие из 3 космических кораблей в треугольники, которые будут направлять лазерные лучи вперед и назад на миллионы километров, чтобы точно измерить расстояние между ними. Это позволит обнаруживать проходящие гравитационные волны от слияния черных дыр с массой до нескольких сотен миллионов масс Солнца. Ну а мы продолжим наблюдать за этими открытиями.